Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и нашими встречами традиционными по средам с Костем Бондаренко. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Друзья, всем большое спасибо за то, что ждете нашей встречи, за то, что оставляете свои вопросы. В принципе, ради этих вопросов, ради того, чтобы пообщаться с вами и обсудить все происходящее, мы и регулярно собираемся. Это очень здорово, что вы подписываетесь на Костя Бондаренко в Telegram и в YouTube. Вчера, например, отвечал Константин Петрович на вопросы зрителей, поэтому любые вопросы не останутся без ответа, и это касается этого эфира. Значит, как их можно задать? Все очень просто. Во-первых, спасибо, что поддерживаете канал. Лайк – это must-have, как говорится. Очень нужная штука. QR-код, который видите на экране, возможности канал поддержать и прям вывести на экран, чего хотите. Также в сообществе YouTube заблаговременно можно оставить свой вопрос. И, конечно, в клубе зрителей Шелеста уже некоторые вопросы есть, обязательно их обсудим. Чат трансляции будет пестрить вопросами вживую, но в самом конце эфира, а в начале предлагается голосование. Бурные события развиваются, будем пытаться все анализировать и понять, куда развернется вот эта телега, этот ВОЗ. Но то, что он и ныне там, спорное утверждение. Все-таки, конечно, расшатала хорошенько американская сторона происходящее, вот это болото, и, казалось бы, никто не верил, а тут смотрите, какие подвижки. Но, в общем, обо всем по порядку. Интересует, прежде всего, главный вопрос сегодняшнего эфира в чате трансляции – голосование у нас. И вы, как человек, который написал «Джокер», книга Костя Бондаренко, написал, за эту книгу и поплатился санкциями и всем на свете. Есть-то есть. Значит, вам вопрос, я думаю, будет интересен. Что из этого мешает Зеленскому закончить войну больше? Ну, понятно, что всего понемногу, понятно, что... Ну, вот больше из перечисленного. Ну, и варианты такие. Страх, жадность, упрямость, глупость. Вот такие 4 варианта. Абсолютно, видите, такой максимально абстрактный опрос, но каждый из них имеет под собой целый букет решений, заявлений и поведенческих вот таких реакций Зеленского, которые мы наблюдаем в это время. Как вы считали и как ответите на этот вопрос? Вы знаете, на самом деле все эти факторы присутствуют, но я бы добавил 5-й вариант – несамостоятельность. Несамостоятельность в процессе принятия решений. Зеленский слишком зависим от своих так называемых партнеров в Европе для того, чтобы принимать определенные решения. Помните, у Барри Левинсона в фильме «Хвост машет собакой» или «Плутовство», там постоянно один из героев, голливудский продюсер, говорил, как они посмели закончить войну. Это не их война, не они ее придумывали, эту войну. Вот приблизительно то же самое могут те же британцы, или же французские коллеги Зеленского задать этот же вопрос ему. Как он имеет право без них заканчивать войну, если не он эту войну фактически продюсировал? Именно поэтому Зеленский и ведет себя соответствующим образом. Именно поэтому он, вопреки здравому смыслу, настаивает на армии 800 тысяч. Потому что армия 800 тысяч нужна не Украине, не Зеленскому, она нужна Макрону, она нужна Мерцу, она нужна Стармеру, эта армия. Плюс ко всему, именно поэтому он настаивает на том, что представители европейских государств должны ехать вместе с ним к Трампу, должны присутствовать при переговорах. Поэтому он собирает в Женеве непонятные совещания и прочее, прочее, прочее. Несамостоятельность в процессе принятия решений не дает возможности ему. А дальше уже идут страх. Страх потерять не только власть, но и аплодисменты. Он вынужден, просто по его психологии, он вынужден купаться в овациях. Ему нужны овации. Без оваций он никто. Без аплодисментов. Страх потерять зрителя для него значит намного больше, чем страх даже потерять, возможно, даже жизнь, я не знаю. Уж точно потерять Украину. Для него более приемлемо, чем потерять овации. Дальше точно так же жадность. У него уже жажда власти, он хочет оставаться подольше в этом кресле. У него другие аспекты, они абсолютно характерны для Зеленского, но они все являются производными.
Да, друзья, проголосуйте за свой вариант, мы в конце подведем итоги. Ну, ближе к несамостоятельности, конечно, страх. Ну, потому что ты зависимый, это зависимость, это страх, а что там? А что, если не будет там очередной дозы э, ЦУ? Назовем это так, да? И ты боишься, что потеряешь там определенную, скажем так, определенное положение. Сегодня, кстати, уникальный день. Помимо всего прочего, там вы уже начали перечислять, Женева, да, вот эти все Да. моменты, это все очень важно, но сегодня свершилось чудо. Обычно мы опираемся на какие-то разные, причем источники западных изданий. Ну вот, например, да, то есть какой-то инсайт, кто-то сказал, какой-то чиновник с одной, с другой стороны, названный, обычно не названный, но мы все там штудируем западную прессу. Сегодня вышла украинская пресса и выдала на гора инсайт, который, в принципе, лежит на поверхности, это секрет Полишинеля, но, тем не менее, это напечатано, это со ссылкой на некоего человека, соответственно, при возможности это вполне вероятно проверить. Ну, источники журналисты могут не называть, но тем не менее. Значит, у Умерова и у Ермака фактически есть подозрение от НАБУ в коррупции. И именно поэтому Зеленский отправлял их в Женеву. Дальше мы увидели какую-то сегодня метаморфозу Ермака. Они обычно как? Они пытались сейчас обставить День Благодарения. 27 числа Зеленский готов приехать. Зеленский говорит, да, и европейские партнеры готовы, мы их тоже с собой возьмем. И вот это все шло к тому, что приедет Зеленский и что-то подпишет. Ермак четко сказал, приедет Зеленский и на все готов. Ну или заявит, что подпишет. Но вроде как план допилят и все будет. Но не стало ничего. Трамп говорит, значит, когда будет готово, тогда приезжай. Ну и, собственно, пожалуйста, не хочешь, воюй. Только мы уже там не факт, что будем помогать. Как вам кажется, вот эти расчеты, вот эти, они же абсолютно, я не люблю это слово, тем более такое уничижительное, они же хуторские. Прикрыть дипломатической миссией преступника, ну или подозреваемого в преступлении. Да, на самом деле очень сложная ситуация, потому что мы до сих пор не понимаем, а чем заканчиваются вот эти все, чем закончилась эта вся ситуация с пленками Миндича, как-то поставили ее на паузу, все переключили внимание на другие темы. Вот. А вопрос-то, процессуальный вопрос-то, он остается и далее открытым. И ну, сегодня вроде бы пошла информация, что Умеров рассматривается только как свидетель. Вот. Это не как подозреваемый, это очень важный аспект. Что касается как раз того, в каком статусе они ехали из Украины, вот, и для чего они ехали на эту Женевскую конференцию, это тоже вопрос. Потому что Женевская конференция, сразу же скажу, она была пустая абсолютно. Ни Женевская конференция, ни эти 19 пунктов будут решать будущее Украины. Это тоже важно. Что выездили, для чего поднимали вот эти волны пиаровские, тоже вопрос остается открытый. Ну, и что будет дальше? Я думаю, что вопрос будет напрямую завязан на политику, а не только на правосудие. Знаете, сегодня мне понравилась шутка, которую прочитал с утра, что каждый мужчина должен защищать свою женщину так, как Зеленский защищает Ермака. Так что, вот Зеленский защищает Ермака до последнего. Он неоднократно говорил, что я пришел с Ермаком, я с Ермаком уйду вместе. Вот. И Зеленский демонстрирует, что он Ермака не намерен сдавать ни при каких обстоятельствах. В то же время Арахамия и прочие, несмотря на то, что там пожали вроде бы друг другу руки Арахамия и Ермак, затаил обиду, и я думаю, что вендетта будет страшно. Дальше. Плюс ко всему НАБУ. Оно действительно имеет претензии к многим людям из окружения Зеленского. Вот. Хотя сейчас нету новых порций пленок, вот, то, соответственно, это не значит, что они не появятся завтра.
Сейчас НАБУ как бы ограничилась таким туманным предупреждением, что пока в связи со сложной ситуацией мы не будем как бы публиковать, решили не публиковать некоторые данные. Вот, но это значит, что пока. А пока может длиться там, скажем так, может длиться неделю, а может день, а может быть 3 дня, то есть, а может месяц. То есть рано или поздно этот вопрос возобновится. И, скорее всего, он будет привязан к тому, насколько активно будет идти процесс, связанный с мирным урегулированием ситуации вокруг нынешней войны. Если только Зеленский будет становиться в позу такого героя, скажем, так, активно противодействовать планам Трампа, или у Трампа поймут, что Зеленский пытается водить за нос, то будьте уверены, появятся пленки, на которых будет не только голос Ермака, но и уверен, что голос Зеленского. Погодите, но он же уже начал водить за нос. Его помощник с Женевы... Подождите, Бевс выходит и говорит: Женева, мы все прогнули, всех победили. В Радио Свобода выдает. Ермак сам выдает, говорит: нет, никто от НАТО не отказывается. И из этого мы делаем вывод, что они перелопатили, они уже противодействуют. Они пытаются играть в игры, они пытаются играть на противоречиях, которые сегодня существуют в окружении Трампа. Я уже неоднократно говорил, что окружение Трампа состоит из 3 частей, из 3 групп. Первая группа – это непосредственно семья Трампа. Это Джаред Кушнер, зять, это близкие люди, это Уитков, в принципе, так что вот, который долголетний бизнес-партнер Трампа и так далее. Вот вторая часть – это группа МАГА. Непосредственно. Это Венс, это Дрискол, это Питер Тиль и прочее. Вот. Третья группа – это классические республиканцы, вот, республиканцы в Конгрессе и прочее, вот, которые стали союзниками Трампа в 2024 году. Вот, и сегодня они занимают особую позицию по многим вопросам. Их выдвиженцем или их ставленником в команде Трампа является Рубио, Марко Рубио. Сегодня фактически в вопросе Украино-российской войны и урегулирования ситуации фактически существует консенсус между семьей и Венсом, и группой Венса. Уитков и Дрискол играют общую игру. Когда появилась записка, или там переписка, точнее, Уиткофа, вот, относительно плана из 28 пунктов, там, когда стоит вопрос, этот план уже согласован, этот план от К, этот план все решили, что почему-то от Кирилла Дмитриева. На самом деле речь шла именно о Кушнере, Джареде Кушнере, с которым уже согласовано и который спустил этот план фактически Уиткофу. Вот, поэтому в данной ситуации как раз речь идет о том, что существует как бы одна игра, это 28 пунктов, пресловутые 28 пунктов, которые обнародованы были. Это позиция Венса и как раз позиция семьи. Вот вторая группа, вот, более соглашательская, это группа Рубио, вот, который фактически был одним из инициаторов того, что происходило в Женеве, а украинская сторона решила сыграть на противоречиях в окружении Трампа. Вот. Они не просто водят за нос, они пытаются вбить клин. Вот. И пытаются на этом сыграть. Что характерно? Вот. Интересы семьи и Венса вот сегодня – это сыграть вместе с Россией против глобалистов, к которым относятся и Зеленский, кстати, который подыгрывает глобалистам во всем, и лидеры европейских государств, и проигравшие в прошлом году выборы демократы, и целый ряд транснациональных корпораций. Вот. Против них фактически есть интерес сыграть, чтобы они не смогли воспрянуть фактически, чтобы они не смогли победить на промежуточных выборах, не смогли тем более подготовить себе стартовую площадку для выборов 2028 года. Позиция Рубио – это сыграть вместе с глобалистами против России. Дальше. Вот. Зачем? Ровно для того,
Это традиции, это американская политика, это единение Запада снова. Показать Западу, что не настолько страшен Трамп, как вы его представляли, что все остается по-прежнему с небольшими там нюансами. Фактически союз трампистов с глобалистами был во время первой каденции Трампа, во время первого президентства Трампа. Это был союз классический. И Рубио с целым рядом республиканцев, сенаторов, конгрессменов, они тоже хотели бы возобновить те традиции, которые были во времена, когда Трамп приглашал на должности, на высокие должности Болтона, там, Помпео и прочих сторонников именно ориентации на глобалистские интересы. Вот, поэтому сейчас вот как раз как бы две концепции. И Украина, понятное дело, пытается сейчас играть на стороне Рубио, на стороне глобалистов и прочих. Смотрите, вот здесь очень важно уточнить. Все было бы ничего, если бы Украина выигрывала. Ну или хотя бы не проигрывала. Этот вопрос, Александр, вот этот вопрос как раз рассматривался в Абу-Даби. Как раз вчера в Абу-Даби был Кирилл Буданов, был Игорь Костюков, был Нарышкин и был Дрискол. Вот. И там рассматривались как раз вопросы относительно ситуации на фронтах. Сначала была встреча, там, соответственно, украинской делегации с американской, где украинская делегация сделала доклад относительно ситуации на фронтах и относительно перспектив, перспектив того, как можно изменить эту ситуацию. Потом точно такой же доклад сделала российская сторона. Потом, соответственно, американцы на объединенном фактически заседании сказали свое веское слово. Каким оно было, пока что непонятно. Непонятно, что говорили. Но мне кажется, что Дрискол и прочие, они очень хорошо поняли все то, что происходит. Одно дело иметь развединформацию, одно дело видеть все со спутника, а другое дело слышать, что в голове находится у одной и у другой стороны. Вот, как интерпретируется это одной и другой стороны, какие цели ставят перед собой одна и другая сторона. Поэтому я думаю, что вот эта встреча в Абу-Даби тоже очень важна для понимания того, что делать дальше. Я думаю, что она крайне неприятна для Украины, потому что в последнее время Украина терпит серьезное поражение практически по всем фронтам. И понятное дело, что когда там Генштаб начинает там в своей манере говорить о тысячах погибших россиян в день, в сутки, когда начинают говорить о том, что мы зачищаем Купянск, что мы там контролируем центр Покровска и прочее, никто уже в это не верит, особенно американцы. Ну, тогда немножко стало понятно, потому что сегодня Ушаков говорил о том, что не было никаких пунктов в Абу-Даби. Вообще странная была эта встреча. Ну, какие пункты? Нет, смотрите, ни Буданов, ни Костюков, ни Нарышкин не являются теми людьми, которые уполномочены обсуждать пункты. Пункты непосредственно, потому что есть определенные полномочия у делегаций, они получают директивы соответствующие, вырабатывают эти директивы, потом защищают эти директивы. Вот, поэтому они изначально не могли обсуждать пункты, там 19 или 28 пунктов в Абу-Даби. Потому что, это то же самое, что там, условно говоря, министра культуры заставить говорить о театре боевых действий, там, условно говоря. Есть то, чем занимаются правительство или же там люди, которые отвечают в целом за выработку внешней политики в Украине или в любой другой стране, а есть те, которые отвечают за свой сегмент, за свое направление. Я хочу немножко уточнить ваш ответ, потому что складывается впечатление, что как бы одна и другая сторона как бы отчитывалась перед американцами. Консультации. Это проведение консультаций. Это технология, которая в свое время, еще в 40-е годы, была выработана компанией Rand Corporation. Rand Corporation, он обычно во всех сложных ситуациях, которые складываются, не усаживает за стол переговоров сразу всех, и говорит, давайте теперь соревнуйтесь в режиме брейнсторминга, кто во что гораздо. Нет, просто ведутся переговоры с одной группой, потом с другой группой. Это не отчеты. Это просто дискуссия по поводу позиции той или иной стороны.
Вот, информирование фактически. Это абсолютно нормальная практика, и она неоднократно применялась. Ни в коем случае это не отчет. Каждая сторона решает, что она может сказать, ровно настолько, чтобы не выдать государственную или военную тайну и прочее. Это не отчет, еще раз подчеркну. Это дискуссия. Константин Петрович, прокомментируйте, пожалуйста, насколько я вижу, что это все-таки какой-то неудавшийся ход, неудавшийся, не то что холостой, не сказать, что это холостой, громкий достаточно выстрел, но в молоко. Да. Ситуацию со сливом разговоров. Я вас уточню, поправлю. Вы вспомнили, это была не переписка, это в соцсети выходит Витков и ставит циферку «К». Ну, типа, Да. и все, о, Кирилл, а потом удаляет свой комментарий в Иксе. Поэтому это ни с кем не переписка. Тут мы видим сегодняшний слив Блумберга, ну или вчерашний по нашему часовому промежутку, по нашему полушарию, что, ну, это прям слушали. Причем явно нервная реакция Дмитриева. Это нервная реакция в том плане, что это все фейк, это все там вот нехорошие люди пытаются сорвать мир. Политическое заявление. И абсолютно техническое. Ну, он вообще такой, знаете, человек, так на него если посмотреть, я имею в виду Ушакова. Да, он такой очень, очень тихо, спокойно, вот это вот все. Ну, понятно, столько быть помощником Путина. Ну, да, ну, то есть... Перед этим он был 10 лет, он был послом России в Соединенных Штатах. Он лично знаком со многими, продолжает дружить со многими представителями американских элит. Это человек, который сегодня в России чаще расставляет своих ставленников на те или иные должности, в посольские должности, чем кто-либо другой, вот, больше, чем Лавров. Посмотрите на биографии российских послов. Вот. Один работал, значит, с Ушаковым в Дании, второй работал в Штатах, третий там где-то пересекался, один считает себя учеником Ушакова и так далее. То есть это человек, который действительно очень серьезно влияет на выработку внешней политики Российской Федерации. Пусть скромная, казалось бы, скромная должность помощник президента не вводит в заблуждение, потому что как раз именно там, в администрации президента, происходит выработка внешней политики, а Министерство иностранных дел воплощает внешнюю политику. Это исполнительный орган власти. Кстати, как и у нас. У нас же не Сибига определяет внешнюю политику Украины. Конечно, я не сравниваю Лаврова с Сибигой. Вот, немножко разный вес, разная величина. Ну, Ермака с Ушаковым. Ермака с Ушаковым тоже сравнить нельзя, тем более, что в Украине я бы сказал, что люди типа Ушакова, ну, это, возможно, Константин Иванович Грищенко, например. Вот. Это, ну, знаете, таких... Вот больше я не могу никого... Вы по профессионализму, а я же имею в виду по... Да. аппаратному весу, по аппаратному весу. Опять же, Ермак у нас же он человек-оркестр, он у нас соединяет в себе функционал и Вайно вот, в России, и Ушакова, и других. Так вот, Дмитриев резко, ну, политически сделал комментарий, Ушаков даже технически где-то говорит, не, ну как, ну, разговаривали как-то по WhatsApp. Некоторые удивились, потому что по какому, простите, WhatsApp вы могли разговаривать? Это же Цукерберг, глобалисты, ну, понятно. Некоторые россияне даже, кстати, в комментариях возмутились, у них же там, ну, проблемы с WhatsApp. Ну, имеется в виду, как это, недружелюбная, недоброжелательная, короче, вот это запрещенная, полузапрещенная, экстремистская, в общем, нехорошая это, в общем, сеть, и мета, и мессенджер и так далее. Константин Петрович, и получилось, что волна вот этой сегодняшней пропаганды, сегодняшнего дня, окутала всех, что смотрите, спалились. Но суть этого слива, если даже почитать, ну, это удар по Уиткофу, потому что он, видите ли, ничего не понимает. Это сразу подхватили определенные республиканцы, те, о которых вы говорили, в Америке, что Уиткофа долой, отдайте все бразды Рубио, пускай он правит. То есть это внутриамериканская аппаратная игра. Плюс, конечно же, это такая очень знатная, мол, оплеуха свободному цивилизованному миру, что, представляете, русские написали план, дали
Виткофу. Тот что-то добавил, немножко подкорректировал, и Трамп это удовлетворил. Какие последствия будет иметь вот этот слив и сам факт, что в момент очень важный кто-то слушает спецпредставителя Трампа? Это и дело. Никаких последствий не будет. Первый момент. Там не нарушен ни один закон, ни одна конституционная норма, ни одно правило, ни одна традиция, в принципе, не нарушена. Так что это абсолютная норма, когда дипломаты, когда переговорщики, они попросту дают пасы друг другу в некоторых моментах, и никакого нарушения серьезного нет. Второй момент. То, что Ушаков, так я думаю, что он специально вспомнил WhatsApp, специально, он дал понять, что вот силы как раз этих же так пресловутых глобалистов, что они не дремлют. И когда он сказал про WhatsApp, это прямая параллель WhatsApp, Мета, Цукерберг глобалисты, которые как бы только делают вид, что они смирились с существующим порядком вещей, передает снова пас таким образом Трампу. Для многих это просто там элемент для того, чтобы там пошутить, там посмеяться или же возмутиться. Но адресат был конкретный. Это, опять же, пас американцам, что вот смотрите, как пытаются глобалисты сорвать переговорный процесс. На что они выходят. Конечно, можно было бы сказать, отморозиться, сказать, что это все неправда, что это все фейк и прочее, но решили поступить совсем по-другому. Именно очень-очень дипломатично. Хорошо. То есть на сам процесс, как бы на езду это на скорость не влияет, вы считаете? Собака лает, караван идет. Угу. Хорошо. Тогда какие дальнейшие будут этапы развития вот этого переговорного трека? Мы сейчас находимся в определенной яме. То есть Трамп гнал, ветер дул в лицо, посрывал много масок, и сейчас все с голыми рожами, так сказать, отсвечивают. Кто-то глаза прячет, кто-то вытаращился. У любого процесса есть своя этапность. То есть первый этап фактически это были озвучены определенные предложения. Эти предложения обсудили. Сейчас фактически процесс обсуждения как бы завершился. Есть как бы сформированы две позиции. Теперь Уитков полетит в Москву, встретится с Путиным, обсудят весь этот процесс. Путин скажет дальше, либо что, с вот этим мы можем согласиться, вот это для нас неприемлемо, вот здесь стоим нас. Либо же скажет, что мы в Анкоридже все согласовали, о чем можем мы еще говорить. Либо же скажет, что вот, вы знаете, у нас появились новые вводные. Нас вообще это все не устраивает, и давайте мы даем новые вводные. То есть будет какая-то дискуссия. После этого, очевидно, может состояться телефонный звонок между Путиным и Трампом. Или даже, возможно, та же встреча в Будапеште, о которой так много говорили, но пока что я не загадываю, может состояться. Будет визит организован Зеленского к Трампу. Зеленский настаивает, что он хочет с ансамблем. Трамп хочет без ансамбля. Имеется в виду без этих всех Макронов. Квартал 95, да. Европейский квартал 95. Да, то есть в результате согласования этих всех позиций только потом, очевидно, будет подписание соглашения, но я не верю, что это будет соглашение, где за столом встретятся Зеленский и Путин, пожмут друг другу руки. Скорее всего, это будет, есть распространенная такая формула урегулирования международных конфликтов, когда Соединенные Штаты подписывают соглашение, например, с Украиной, и точно такое же соглашение подписывают с Россией после согласования всех. И они выступают и гарантами, и посредником выполнения этого соглашения. А Европа где? Именно. Тут вопрос, когда действительно Трамп скажет, что все, надоели, статистам здесь не место.
и укажет их место именно в нынешней политической раскладке. Рубио старается этого не допустить. Венс, Маск, Кушнер и прочие говорят, чего на них обращать внимание. Они капитулировали еще в августе прошлого года или в июле, когда согласились подписать соглашение с Соединенными Штатами, энергетическое соглашение. Зачем на них теперь обращать внимание? Как вы видите, вот смотрите, этап подписания. Получается, что сначала, опять и везде фигурирует это, Украина, США, а потом США, Россия. Эти два плеча. Но там же, если мы так посмотрим на пункты 28, 19, мы на самом деле в этом-то и вся вот эта истерика, что никто пунктов не знает, и все апеллируют к каким-то словам каких-то малоизвестных людей или инсайдам, или какой-то еще истории. То, что сказано официально, что все было хорошо у Ермака и Рубио, и все. Да, а дальше как? Россия тоже свою игру играет, говорит, неофициально получали, официально, только вот Рябков сегодня вышел к вечеру ближе, говорит, получили, смотрим, ничего не подходит. Понятно, что все ждут американских переговорщиков в Москве. Это все, это ясно. Но я имею в виду процесс окончания. Там зашит некий такой инструмент, как Совет мира. Вот когда говорили по принципу газа, а что это будет? Так вот, что это будет. То есть у нас появляется некая надстройка, причем не у России, а у нас, у Украины, где главный Трамп. Да. А вот этот Трамп сейчас, он вынашивает новую идею. Почему он так часто критикует Организацию Объединенных Наций? Он считает, что Организация Объединенных Наций уже сыграла свою роль, а нужна некая новая структура, международная структура, которую условно называют Совет мира. Вот. Это не Совет мира только для Украины. Вот. Это именно некая новая международная структура, которая проектируется сейчас. Именно сейчас проектируется. Трамп хочет войти в историю не только как миротворец в узких региональных конфликтах, но он хочет войти в историю и как человек, который инициировал некую новую архитектуру мира. Вот это как раз очень важный элемент. Я сам заинтересовался этим вопросом, что это за Совет мира. И мои американские коллеги мне объяснили именно таким образом, что у Трампа есть идея заменить постепенно Организацию Объединенных Наций, как в свое время Организация Объединенных Наций заменила Лигу наций, которая отжила свое время, заменить новым неким органом. И в этом отношении, вроде бы, что этот вопрос создания в перспективе некого Совета мира обсуждался Трампом уже и с Си Цзиньпином, и с Путиным. Успели его согласовать. Поэтому сейчас я думаю, что этот вопрос тоже будет очень активно дискутироваться, очень активно будут его обсуждать. Именно создание новой международной организации. Что будет внутри страны? Значит, очень такая едкая информация. Что будет, смотрите, мы сейчас поговорим, что будет политически, потому что это тоже очень интересно. Я привнесу какую-то такую новую ценность, вы или согласитесь, или опровергнете. Значит, вчера вдруг, внезапно, смотрите, с 2014 года в Украине есть переселенцы. Да. С 2014 года есть люди, которые перемещены в другую территорию, они там кто-то получает пособие, кто-то не получает. Потом мы посмотрели, что в процессе вот этой большой уже войны с конкретно Россией, то есть начинают откусывать вот эти льготы. А тут на фоне проблем с бюджетом, на фоне нехватки денег, на фоне вообще катастрофы финансовая, о которой никто не говорит, потому что она, знаете, как энергетическая катастрофа. Она как бы есть. Что о ней говорить? Вот я наблюдаю сейчас вот это черная зима. Уже было осенью, уже еще было страшно. Там зима сейчас через 3 дня. Поэтому, и черная, и зима. Типа гривна там летит в тартарары, инфляция, цены жуткие. Жуткие. Это ж как это не важно. Тут смотрите Зеленский, смотрите, какие распасовки делает политически. И тут наш Минэкономразвития выдает 2 миллиона. 2 миллиона на человека.
очередь, говорит, формироваться будет, там, кто с 14-го воевал, какие-то там люди, там, ну, инвалиды, малоимущие и так далее. И вроде как, знаете, какая-то программа там, тут ничего себе. Но многие нашли очень поразительное сходство с тем, как из ну, освобожденной, оставленной россиянами части Херсонской области, многие жители и Херсона самого, который сейчас частично без света обстреливается в очередной раз, и близлежащих населенных пунктов, которые занимала российская сторона, получали ваучеры и попереезжали в разные регионы России, и примерно оно так и совпадает. Я не говорю, что слизанный закон или инициатива, а примерно вот решения совпадают. Это что у нас, идет подготовка к оставлению территории такая? Думаю, да. Думаю, что есть очевидные вещи. Вот когда речь идет действительно о том, что есть неизбежное. Зеленский еще 2 года назад говорил, что в интервью Саймону Шустеру, что в победу верю только я. Говорил, можете поднять, это в октябре 23 года было. Вот, он говорит, что никто, кроме меня, кажется, не верит в победу. Вот, но есть ощущение, что практически все уже люди здравомыслящие, все понимают, что как бы некоторые территории ушли, и ушли надолго, если не навсегда. Вот, поэтому необходимо принимать определенные меры, необходимо нечто делать, вливать определенные ресурсы для того, чтобы зафиксировать, скажем, нынешний статус-кво людей, новых беженцев. Кстати, это не только демографическая проблема, демографическая катастрофа, это и демографический передел политической карты Украины. Ну, объясните. Смотрите, постоянно Западная Украина имела определенные ценности, вот, она выступала с определенной позиции. Сейчас там оказалось несколько миллионов переселенцев с Востока со своими взглядами, со своими там, убеждениями, со своими традициями, и которые не хотят ассимилироваться, и для которых существуют свои принципы, которые где-то, возможно, ушли в подполье в плане языка и прочее, которые где-то, возможно, пытаются не демонстрировать свои убеждения. Но на самом деле на выборах может быть абсолютно неожиданная картинка в том или ином регионе. Вот. Это еще пока не изученный феномен. Но мне уже социологи, с которыми я общаюсь, они уже говорят, абсолютно другая структура населения. Абсолютно другой способ мышления. Вот. Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Да, остался традиционный электорат, греко-католический по своей основе, там, европоориентированный или там, вестернизированный, так скажем. Вот. Но пришла другая группа, которые тоже будут иметь право голоса, вот, которые не спешат ассимилироваться. И тоже сказать, что мы теперь будем ходить в католическую церковь, что мы будем говорить только украинскую мову и прочее, вот, которые являются носителями других ценностей. Вот, и которые будут очень серьезно влиять на политическую расстановку в регионе. Ну и с учетом, конечно, того, что население в принципе меньше, это когда меньше населения, процент увеличивается. Понятное дело, что это будет создавать определенные трения, что это будет создавать определенные конфликтные ситуации, что будут определенные, даже такая внутренняя ксенофобия будет развиваться на бытовом уровне. Но сам факт, что на результаты выборов это будет влиять очень и очень серьезно, он показательный. Вообще, конечно, по поводу переселения, ну, понятно, что наверняка речь идет Краматорске и Славянске. Да. Ну, мы не будем тут как бы кивоками тут состязаться, когда кто лучше владеет. Все четко и понятно. Да, Краматорск, Славянск. Придется уходить, возможно, там в Запорожской области существенно тоже, потому что там ситуация на фронте тяжелая. И наш же как Дрискал говорит, ну так, ребята, дальше катастрофа. Вы не удержите. Можете, конечно, там ходить, хороводы водить, но в военном смысле вы не удержите. Но тут же возникает другой момент. Я вот, если честно, не понимаю и не представляю, так заговорили о выборах, да?
а которая там типа через 100 дней по этому плану. Но вы же вот человек, который там, ну, там с политиками многими работал, многих знает, который, культуру политическую. Скажите, а почему нельзя выйти к людям, ну, как идея, и как пункт предвыборной своей программы, сказать, значит, товарищи, люди добрые, украинцы, как там, украинки и украинцы и украинки, как Зеленский, тоже с таким скорбным выражением лица, на пафосе, взять и сказать, ребята, значит, а мы основываем новый город где-нибудь в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской области. Назовем его Краматорск или там Славянск. И взять и город построить, понимаете? И сказать, вот вам, Кукиш, мы не согласны. И у нас будет свой Славянск, свой Краматорск или какие-то другие знаковые вот эти фортети, которые они там воспевали в песнях. Ну, вы поняли замысел, идею. Да, мне сейчас тут тоже напишут в комментариях, бред, глупость какой-то, но люди будут знать, что они живут в стране послевоенной, которая строит города. У нас города последние, я вот обратил внимание недавно на карту, ну, не на карту, в общем, в мире, да, построены в Средней Азии. В Средней Азии прям берут и с нуля строят города. Никто больше не строит новые города. А тут же хороший повод. Ну, почему это? Например, посмотрите, пример Мьянмы. В Мьянме построили новую столицу абсолютно. В 800 километрах от старой, от Янгона, построили Нейпхиду. Вот, потому что так сказали астрологи, что столицу надо перенести. Я представляю, сколько астрологам застройщики заплатили, чтобы они так сказали. Но это такое дело уже. Коррупция – это дело тонкое. Вот, особенно на Востоке. Что касается Украины, ну, извините, пожалуйста, вот, если за годы независимости не было построено ни одного большого крупного завода, предприятия, мы дальше продолжаем проедать тот потенциал, тот ресурс, который был сформирован в советские времена, то сказать, что сейчас, после войны, будем строить города, новые города, знаете, модернизационный потенциал, который существовал в советские времена. Вот, помните, у Маяковского вот, через 4 года здесь будет город-сад, то есть там верили, вот именно так, разговор о Кузнецкстрое и людях Кузнецка, то есть люди действительно верили. Вот мне рассказали когда-то в Харькове, что в Харькове, когда создавали там вот первое в мире вот это здание, архитектурное сооружение в вот этом модерном стиле, которое потом заимствовали в Чикаго очень активно, здание Госпрома в Харькове. Тогда же у молодых творцов Украинской республики, Советской республики, вот, была вообще идея, есть планы, сохранились, вот, перестроить центр Харькова, вот, 5 дорог, вот, и дома расположить на этих 5 дорогах, как на нотном стане, в виде там, первых нот интернационала. Вообще, то есть это градостроительство, там кипело тогда, идеи, рвали голову, там практически взрывали мозг людям и прочее. Был энтузиазм. Извините, но сейчас этого энтузиазма нет. Нет этого энтузиазма градостроения. Зато есть другие варианты. В Женеве, как мне рассказывают, в Женеве украинская делегация, например, предлагала вообще, что армия 800 тысяч настаивала, вот, давайте еще разместим 20 тысяч европейцев, 30 тысяч турок на территории Украины, это как гарантия безопасности, плюс томагавки, плюс 25 систем Patriot. Вот. И когда спросили, стоп, а скажите, а кто за это все будет платить? Вот. Наши удивились, так сказали, ну как, мы же подписали соглашение о недрах. Вот в рамках этого соглашения давайте оплатите нам. Прочее. Ну такая супернаглость, что называется. Вот. Никто не говорит об восстановлении Украины, экономического потенциала и прочее. Вот. Говорят об увеличении армии. Но извините, пожалуйста, армия в 800 тысяч человек – это 1,5 миллиарда ежемесячно. Это минимум 1,5 миллиарда ежемесячно. Где их брать? Не-не, Но мы настаиваем, нет 800 тысяч.
А можно Где брать спросить, 800? а где брать, вы говорите, деньги, там деньги, а где брать людей? В бусиках отлавливать? Не, ну вот сейчас вот есть как бы около миллиона призванных. Вот 200 тысяч отпустить, остальных оставить и сказать, что вы дальше получаете там деньги, там, мы вам платим, вы несете службу. Вот. А для чего вопрос? А это значит, что вот эти вот договоренности, которые вот предлагались в Женеве, они не останавливают войну, а замораживают войну. И Европа, в чем интерес Европы? Европа, которая готовится сейчас ко второй Северной войне. А в Европе уже серьезно это говорят. Уже я вот общаюсь там с многими коллегами. Вот это моя работа, постоянное общение, там, скажем. Они уже проводят параллели между Северной войной времен Петра Первого, вот войной за Балтику. И сейчас говорят тоже, вот если будет война между Европой и Россией, а в Европе очень... Почитайте, даже это они уже публично говорят фактически. А в кулуарах говорят, что это будет война за Балтику. Вот если только начнется, то вот этих 800 тысяч, это нужны как резерв, как вторая армия, как второй фронт, который ударит в спину там фактически, который обеспечит победу. И тогда Украине вернутся все территории, которые Украина потеряла и прочее. Поэтому 800 тысяч нужны не для обеспечения безопасности, тем более, что согласно договору безопасность будет гарантирована внешними силами, вот, а именно будут держать резерв для того, чтобы война могла возобновиться в любой момент. Женева – это не про мир. Женева – это про перемирие. Хорошо, а за что воевать европейцам на севере? За контроль над Балтийским морем, за лишение России возможности выхода в Балтийское море. Превращение Балтийского моря во внутреннее море НАТО. Петербург будут оккупировать? Нет, Кронштадт? нет, считается вот в Европе, европейские стратегии, это можно даже почитать, что пишется сейчас в европейских изданиях, это никто уже ничего не стесняется, пишут о том, что России необходимо перекрыть выход в Балтику, это сразу же приведет к очень серьезным проблемам у России внутри страны, Россия начнет рушиться, ну вот, начнутся разного рода там, моменты, то есть закрыть окно, которое в свое время... Ну, подождите, оно закрыто. Вот я Нет, просто... но при закрыто, потому что корабли все-таки российские из портов в Балтийском море ходят по Балтийскому морю. Нет, смотрите, я о чем? Я о том, что оно же с точки зрения, ну, обычно, ну, раньше как были войны, да, то есть окно в Европу, да, окно там, чтобы что? Чтобы торговать. Сейчас с Европой не торгуют. Сейчас, ну, простите, я просто не вижу очень серьезного повода, как России разваливаться из-за вот этих... Ну... Я, честно говоря, тоже. Я говорю о том, что это мифы, которыми живет Европа. Кстати, я скажу сразу, что в Европе есть большая проблема. Вот именно были когда-то такая категория экспертов, советологи были. А вот русологов или русистов в Европе очень и очень мало. Вот. Я общаюсь со многими, я очень часто делаю отсылы от того, что ну, это профессиональная среда, большое количество людей, с которыми приходится постоянно вести диалог, долгие годы, там, скажем, сотрудничества в разных проектах, вот, во Франции, в Германии, вот, в Австрии и так далее. У меня есть большое количество людей, с которыми я веду профессиональный диалог относительно тех или иных вопросов, вот, связанных в том числе с Россией, вот, с Украиной и так далее. И я понимаю, что они очень схематично подходят к многим вопросам. Они консультируют иногда правительство, им кажется, что это должно сработать. Потому что это сработало, например, там где-нибудь в какой-либо стране, эта схема. Поэтому она обязательно должна сработать и в России. И они очень удивляются, когда не работают такие технологии. Один из основных примеров, знаете, как сокрушался один мой немецкий знакомый еще задолго до широкомасштабной войны. Вот, он сокрушался это в году 17-го, наверное, 18-го. Он сказал, мы считали, что санкции, которые вводятся относительно России после Крыма, вот, что они должны привести к падению России, должны так обвалить рубль, должны обвалить рынок, люди поднимутся, свергнут Путина и прочее. Вот. Оказалось, что в принципе все не так, что средний класс, на который мы рассчитывали как на союзника, он попросту девальвировался. Часть выехали, эмигрировали, часть
фактически поддержали власть в России, часть пошли на услужение тем же олигархам и прочее, так что и как-то у нас не оказалось союзников внутри России. Вот, то есть мы выстрелили себе в ногу. Это говорил человек, который был одним из инициаторов этих санкций вводимых. Поэтому иногда Запад не просчитывает те или иные шаги, потому что пользуется, наверное, неправильным видением, неправильным формулой или непониманием психологии россиянина и так далее. Давайте я просто вот такой уточняющий вопрос задам. То есть вы серьезно думаете, что прям Северная война и прям все может быть? Я говорю о том, к чему готовится Европа. Я не говорю о том, что это точно будет данность. Нет, одно дело готовиться и отмывать деньги на это, понимаете? Это одно дело. Это один из факторов. Кто-то будет отмывать деньги, это естественный процесс. Но само нагнетание военной истерии будет. Вернемся в Украину. Точнее как, на север Украины, в Беларуси. Сегодня Лукашенко... Север Украины, это Беларусь. Сегодня Лукашенко встречался с Путиным и говорит, слушайте, ну вообще до этого, вчера, говорит, пора эту тягомотину заканчивать, а сегодня говорит, давайте, вот мы готовы, переговоры у нас. Лукашенко, кстати, на протяжении, начиная с 22 года, постоянно говорит, мы готовы предоставить переговорную площадку. Вот Россия, Украина, Беларусь, три братских народа, мы должны, значит, выступить посредником для урегулирования конфликта. Будем говорить честно, на протяжении всей войны Лукашенко ведет себя абсолютно честно по отношению к обеим сторонам. То есть он не вводил свои войска в Украину. То есть хотя Украине постоянно ожидали, что Беларусь вот нападет на стороне России. Вот он несколько раз предлагал разные формулы экономического сотрудничества. Более того, передавали Зеленскому еще в конце 22-го, начале 23-го года настоятельное предложение со стороны Лукашенко по разным каналам, и официальным, и неофициальным, относительно того, что давайте тогда развивать экономическое сотрудничество. Беларусь была заинтересована в том, чтобы калийные удобрения из Беларуси поставлялись через украинские порты, чтобы они шли там, то есть откройте коридор. Мы готовы там продавать горюче-смазочные материалы там, и продавать топливо. С Мозырского, Новополоцкого завода, нефтеперерабатывающих. Зеленский сказал, нет, ни в коем случае. Мы с Беларусью работать не будем. И раз 5, точно, как минимум, Лукашенко на протяжении всего конфликта, на протяжении всей войны, он говорил о том, что он готов выступить посредником, он готов предоставить площадку переговорную. И в самом начале войны, вспомните, первая встреча украинско-российской делегации была в Гомеле. Но об этом тоже Путин вспоминал. Меня интересует другой момент. Одно дело заявление Лукашенко, но есть же и конкретные дела. Он освободил 31 украинского заключенного, украинских граждан. Отправил их, так сказать, передали, украинская сторона приняла, и он это обставил, не он лично, его пресс-служба, собственно, обставила это как, для американцев жест, смотрите, а Лукашенко все отпускает, заключенных преступников. Последнее время наладил отношения действительно с Соединенными Штатами. У него действительно налаживаются эти отношения через людей из близкого окружения своего, которые еще раньше начали осваивать, в принципе, отношения с Беларусью. В принципе, у него нормализация идет отношений с Соединенными Штатами. Раньше Беларусь общалась с Западом через посредничество Ватикана. Сейчас Беларусь общается уже непосредственно напрямую с Соединенными Штатами. Друзья, мы в прямом эфире. Пожалуйста, поставьте лайк. Скоро будем переходить к вашим вопросам. Это важно. Это прям такое украшение каждого эфира. Но я хотел бы отметить... опять-таки, да, очень прискорбный момент. 2 новости, которые я хотел бы с вами обсудить. Одно, понятно, заявление Зеленского в очередной раз. Он сегодня вроде как ничего не вылетало из носа у Зеленского. Ничего не вылетало.
То есть немножко сменил ракурс, но все равно как бы разговор ноздрями был. Там сегодня новость пришла такая во время нашего эфира о том, что в Колумбии закончилась гражданская война, теперь кокос подешевеет. Поэтому, ну так, нормально. Значит, Зеленский говорит... Доступен рядовому народному депутату даже. Представляете, мало ли... Не только власть имущим. Может, какому-нибудь члену какого-нибудь наблюдательного совета, почему нет? То есть скидки, черная, как это, черная пятница, да? Ноябрь? Да. Или она уже была? Я просто не знаю. Ну, черная пятница. Не знаю, Черная пятница. Так вот, Зеленский заявил, что пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Значит, в каждом боевом подразделении об этом говорят. Есть поручение ставки, все проработать начальнику генштаба. Давай, мол, давай. Короче, погонят людей напередок. Да, для того, чтобы эти, там, ротация, ну, как всегда. Там показали недавно 400 с чем-то, 17, что ли, дней боевой медик был на нуле. Он говорит, я когда пришел на гражданку, у меня 30 дней отпуска, я согнутый ходил, потому что выровняться нельзя. Выровняться нельзя. То есть Зеленский будет пополнять этот мясокомбинат. Но параллельно с этим, что особый цинизм ситуации придает, это вот такая новость. Всем известный Polymarket теперь разработал сервис, где линия фронта, туда, куда Зеленский будет гнать все больше людей, можно вот... Давайте я попроще расскажу. Можно тыкнуть на направление или населенный пункт и сделать ставочку. Падет или удержится, или в какой срок падет. Тут есть там, можно в принципе проголосовать, есть по дням. И там вот букмекеры оценивают, получается, каждый населенный пункт или каждое направление с долей вероятности. Можешь поставить денежку по коэффициентику, выиграешь. Представляете? Цинизм этой войны, по-моему, зашкаливает. Любая война превращается в шоу. Если она вовремя не закончена, она перестает быть популярной сначала в народе, перестает быть священной для каждого, кто... И постепенно превращается в шоу. Тем более, если руководство государства тоже действует в логике шоуменов, а не в логике государственных деятелей. Что тут удивляться? Подведем итоги нашего опроса сегодня. Значит, друзья, спасибо, что проголосовали. Что из этого мешает Зеленскому закончить войну больше? 8% упрямость, по 18% жадность и глупость, и 56% все-таки страх. А правда страшно заканчивать войну? Да, конечно, потому что окончание войны – это завершение фактически политической карьеры Зеленского. А дальше отвечать придется. По-любому. Ну, он же надеется, что не придется, что договориться. С кем? Ну, знаете, как тут не стоит Лермонтова, но есть и Божий суд. Да. Он ждет, а недоступен звону злат. И мысли, и дела он знает наперед. Так, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Спасибо всем большое за ваши реакции, за ваши комментарии. Это всегда очень отрадно их читать. Так. Значит, начнем с закрытого клуба зрителей, и потом перейдем в сообщество и чат трансляции. Все традиционно, все как всегда. Итак, Константин Петрович, кто, на ваш взгляд, Андрей спрашивает, из украинских политиков связывает свое личное будущее, а может и будущее своих детей с Украиной? Кто не сбежит? Мне как раз очень сложно сказать, кто связывает. Я не могу залезть в череп к тому или иному человеку. Но навскидку я даже не берусь сказать, кто будет тем, кто при любых обстоятельствах останется в Украине. Да, многие остались и собираются дальше быть в политике. Но связывают ли они, например, будущее своих детей с Украиной? Или для них это просто поле для деятельности? Я не могу сказать. Андрей продолжает обсуждение этих 800 тысяч, тоже там кормить нечем, понятно, огромное количество средств. Спрашивает прямо, это для срыва переговоров, в принципе? Ну, на самом деле, вот именно вопрос 800 тысяч или 600 тысяч – это вопрос, которым может Украина пожертвовать, на самом деле.
Вот. Это вопрос, который сейчас выставляется как принципиальный для того, чтобы в ходе переговоров можно было чем-то пожертвовать. Вот. Но есть и другие вопросы, которые могут привести к срыву. Это вопрос территорий, обмена территориями. Это вопрос НАТО или не НАТО, вот, и так далее. Денис спрашивает в сообществе YouTube простой банальный вопрос. По-вашему, мир до Нового года будет или мы войдем в 26-й в одухе? Спасибо. Все шансы на то, чтобы он был, вот мир, они существуют. Но мне почему-то кажется, что вопрос мира надо привязывать не к конкретной дате, а к тому, останется или не останется Зеленский у руля государства и его команды. Константин Петрович спрашивает, Петр, стенограмма переговоров Виткофа с Ушаковым от Блумберга – это сиквел «Жму руку, обнимаю»? Или это кусочек стандартных будней той самой грязной закулисной политики? Это стандартные будни, потому что «жму руку, обнимаю» – это цинизм фактически, который сопровождал, значит, действия Порошенко. Порошенко на публику вещал одни вещи, вот, а с другой стороны, вот все услышали, как он на самом деле относится к Путину. И вот с одной стороны, как бы один Порошенко перед камерами, с другой стороны, Порошенко во время личного общения. И это же все уже было после Иловайска, после Минских договоренностей и прочее. А вот что касается Виткофа и там, Ушакова, это рабочие будни. Ничего не нарушено, никаких даже никто не перешел никакие моральные моменты. Все чин-чином. Просто пытались сделать из муки слона. Угу. Значит, так. Продолжим. Константин Петрович, кто такие Тима и Дима, Сергейцев и Куликов? Чем они занимались до того, когда уехали в Россию? Ну, смотрите, Тимофей Сергеевич, он сам из России, Дмитрий Куликов из Днепра, из Днепропетровска тогда еще. Начали они фактически представители группы методологов, вот, достаточно авторитетные в политтехнологической среде люди. Они работали сначала на кампании Виктора Пинчука в 1998 году на выборах в Верховную Раду. Потом они работали в 1999 году, они, Искандер Валитов, работали на кампании Леонида Кучмы. Дальше у них было большое количество разных проектов. В 2004 году работали с Януковичем. То есть это достаточно известные люди. Сейчас, насколько я понимаю, этот творческий тандем вряд ли сохранился. Я вижу, они каждый выступает в сольных программах больше. Но свою роль они сыграли, в том числе в украинской политике, в формировании украинских политиков и украинского закулисья. Александр спрашивает, как получилось, что среди великого множества украинских философов, мыслителей, историков, просветителей украинская власть в качестве основы государственности и идеологии выбрала шовинизм Михновского и пещерный национализм Донцова? Если уж в Украине выбрана такая идеология, то как такие люди, как Миндич, Цукерман, Шефер могут сосуществовать с 10 заповедями Михновского, особенно со второй заповедью, где речь идет о всяких плохих народах? Вы думаете, что Миндич там, или же даже Зеленский, или же Ермак читали Михновского или Донцова? Им достаточно того, что это читал Ветрович, например, Драбович, и кто-то сейчас возглавляет Институт национальной памяти. То есть национализм, украинский национализм на самом деле является только ширмой. Вот. Никакого национализма у них нет. Национализм в данной ситуации – это попросту такое себе шоу для бедных, просто вот, мотивирующий фактор для фанатиков, вот, и не более. Вот. Главное, что он не мешает воровать деньги. Да, спасибо. Подсказывает чат трансляции, что у Тимофейцева и Куликова, у них общий, Тима и Дима, да, у них общий телеграм-канал. Да. Есть, да, все-таки. Значит, я просто вижу, что на эфирах они как-то немножко в разнобой. Значит, Женя спрашивает, добра вам, если представить плохой вариант с разделом Украины и вхождения Львова в Польшу, как быстро львовяне заговорят на языке агрессора, ну, то есть на польском?
Да, смотрите, во Львове нет большого пиетета перед Польшей. Вот. Более того, что там нету критической массы поляков на сегодняшний день. Большая часть поляков из Львова, Станислава, Тарнополя тогда еще, была выселена в 46-47 годах в нынешний Вроцлав, например, Гданск и так далее. На те территории, которые были присоединены к Польше, отторгнутые от Германии. Что касается самого Львова, Львов был очень искусственно заселен после Второй мировой войны. Это тоже, скажем так, демографическая были определенные демографические манипуляции, когда Львов поменял свое демографическое лицо. Это тоже очень интересно, потому что Львов превратился из польского города в украинский город. Это в 40-е годы произошло после Второй мировой войны. И сказать, что львовяне горят желанием присоединиться к Польше, это вряд ли будет правдой. Вряд ли это правда. Львовяне хотят задавать тон в Украине, хотят быть руководящей направляющей силой украинского общества, это правда. Они себя мыслят Пьемонтом, культурной столицей, жителями культурной столицы, но они точно не хотят в Польшу. Да, в случае, если происходят какие-то катаклизмы, некий город попадает в новую реальность, появляется некая часть коллаборационистов, которая сразу же переходит на другой язык, и сразу же пытаются служить новой власти. Это в любом случае. Даже если завтра Львов станет русским городом или Львов станет американским городом и прочее, будет такая картина. Но любой львовянин знает, что поляки могут предъявить определенные реституционные требования, хотя сами поляки, сама Польша, когда вступала в Евросоюз, добилась того, что реституция не действует относительно поляков как раз. Иначе бы большое количество немцев могли бы предъявить реституционные требования к Польше. И в этом отношении миф о том, что поляки придут, заберут себе свои старые квартиры, старые дома и прочее, он очень серьезно жил во Львове среди львовских обывателей. Поэтому там нет большого пиетета к Польше. Так что это я могу ответить таким образом. Значит, вопрос как к историку. Почему так исторически сложилось, что жизнь на постсовке во все времена убогая, а в странах с ЕС относительно комфортная? Даже те страны, которые были подмешаны, Венгрия, Румыния, Болгария, Польша, не имели тех проблем, дефицитов, очередей и прочего. Вы знаете, каждая страна переживает сложные времена в разные годы. Германия переживала очень серьезный кризис 100 лет назад, очень серьезный кризис, который, например, постсоветским и советским гражданам абсолютно не снился. Венгрия переживала такой кризис, и неоднократно на протяжении последнего столетия. Если говорить о неких экономических системах, которые существуют в Европе, есть очень высокий уровень мифологизации богатой, сытой Европы. Очень высокий уровень мифологизации. Во-первых, те, кто так думают, они вообще пробовали платить европейские налоги. Они понимают, например, что в большинстве европейских государств система устроена таким образом, чтобы не было богатых. Человек, который там достигает определенного уровня доходов или же прибыли, он платит больше, чем тот человек, который там меньше получает. И таким образом действует определенная стимуляция не обогащения, а уравниловки. То, чего пока что нету на постсоветском пространстве. Диана спрашивает. Вопрос по руине. Часто говорят, что мы движемся в руину, но ведь, насколько я помню, руина была не везде, а только на территории, оставшейся под властью поляков и подвластных им гетманов. На занятых Московским царством территории руины не было. И если проводить исторические параллели, то получается, что разруха руина ждет только те земли, которым не посчастливится остаться под властью киевского варья и их еврохозяев.
Руина – это миф, на самом деле, который был сформирован в XIX веке. Да, это серьезный катаклизм, это гражданская война. Вот, но руина – это термин, который пропагандировали в первую очередь польские и ориентированные на Польшу как раз историки в XIX веке и писатели. Исходя из того, что Речь Посполитая мыслилось неким идеализированным обществом, а все то, что произошло после 1648 года, вот это сначала восстание Хмельницкого, большие надежды там на то, что будет некое возрождение, некая реформа Речи Посполитой, в которой будет русское княжество, будет одной из составных частей Речи Посполитой, ну, Речь Посполитая состояла из польской короны и литовской. Были идеи еще, что русское княжество, Русь, вот, украинские земли будут еще третьей составляющей частью. Выговский, кстати, Гетман Выговский продвигал именно эту линию. Так вот, когда началось разрушение Речи Посполитой, когда началось отторжение значительной части земель, когда началась ситуация, когда государственный аппарат был парализован практически, вот, поляки начали первыми называть это сначала, потом руина. Вот, это переняли потом украинские историки и писатели. И вот с 19 века пошла вот такая вот вещь, пошел миф, что вот руина, которая сопровождалась и интервенцией на территорию Украины, и попытками там переделить территорию Украины, и попытками каким-то образом попытками там захватить власть, нестабильность власти на этой территории, все это подходило под термин руина. И вот дальше, соответственно, возникает Иван Мазепа, который прекратил все это, хотя на самом деле прекратилась руина еще при его предшественнике Самойловиче. Но это уже другой вопрос, не будем вдаваться в подробности. Сейчас, когда говорят про руину, то скорее говорят про руину государственности Украины, той системы, которая была создана в 1991 году или начиная с 1991 года, и которой возврата уже точно быть не может. Виталий, добрый вечер, Александр Константин Петрович. Вам не кажется, что Трамп, давно поняв, что Зеленский недоговороспособен, выбирал между двумя выходами из украинской ситуации? Первый – раздавить Зеленского, ну тогда вероятную дестабилизацию, обвал фронта и проигрыш повесят на него. И поэтому выбрал второй вариант – дозированный вброс компромата, который могут проигнорировать кто угодно, но не ВСУ. И это будет последним ингредиентом для реакции. Останется, как говорят химики, лишь взболтать и подогреть. Украинцы все сделают сами. Константин Петрович, чем будут подогревать? Заранее благодарность за ответ. Ну и вдогонку по этой же теме от Валерия. Дайте ответ. Судя по последним событиям, создается видимость, что Трамп слабак перед европейской кучкой и хрипатым диктатором. НАБУ замолкла, спокоен как никогда. Что вообще происходит? Трампу очень даже все равно, что думают о нем, слабак он или не слабак, широкие массы. Для него важно, что как раз такие люди, как Зеленский и прочие, они чудесно понимают, кто такой Трамп и какова опасность, исходящая от Трампа для них лично, для их стабильности и прочее. Что касается как раз вопросов относительно линии фронта и прочее, ну, извините, я не верю в то, что будет какое-то восстание военных, что военные сейчас снимутся с фронта и пойдут штурмовать Киев. Во-первых, нет единого лидера, который был бы авторитетным в войсках. Вот вообще я не вижу сейчас того, кто мог бы организовать военных и сказал, что идем сейчас свергать царя, царь не настоящий, условно. Вот, такого не может быть. Другой вопрос, что может фронт посыпаться, ситуация может быть неконтролируемой, хотя этим пугает уже 4-й год, но это данность, которая сохраняется, это та опасность, тот риск, который сохраняется на протяжении всех 4 лет. И второе – это возможность проведения там, переворота, дворцового переворота с участием неких военных чинов. Вот, но любой переворот, он должен быть легитимизирован.
Ну, Легитимизирован не в Трамп. плане Конституции, не в плане там, того, что признает Верховная Рада, а в плане того, что признают ли нового диктатора, например, те же Соединенные Штаты, Мгм. так и другие. То есть кто-то должен сказать, что я готов пожать ему руку, принять его в Белом доме, например, этого человека. Этот вот вопрос является самым главным. И, но все в руках сильных мира сего. Значит, здравствуйте, Юля. Ну, я так понял, что Юля. Там, я давно говорил, что у меня не отображаются имена, поэтому, ну, вот обращусь так. Юля пишет. Здравствуйте. Вопрос Константину. Известный в узких кругах политический аналитик 20 ноября выпустил детальный прогноз. Значит, суть прогноза. С 26 по 30 ноября отставка Ермака некоторых должностных лиц правительства. С 1 по 7 декабря начало массовых протестов, опубличивание расследования НАБУ о коррупции в Минобороны. С 11 по 17 голосование в парламенте, объявление импичмента Зеленскому, усиление протестов. 17-25 декабря до Рождества по католическому стилю объявление временно исполняющего обязанности президента новый набор Кабмина, других органов, анонс выборов президента. Дальше праздники с 12 по 16 января подписание временно исполняющим обязанностям президента временного перемирия с Россией на время проведения выборов. Со 2 по 13 марта выборы. С 18 по 26 инаугурация нового президента. Вероятнее всего Арестовича, так как он способен подписать новоиспеченный мирный план Трампа и имеет наибольшее одобрение представителями американской администрации и известен у России. Вот прогноз закончился. Это была цитата. Вопрос. Что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, я не умею гадать ни на картах Таро, я не умею гадать на кофейной гуще, на внутренностях там, животных и на бараньих лопатках, то есть не умею. Давайте подождем, это же совсем скоро увидим, насколько оправдываются подобного рода прогнозы. Но с политологическим прогнозом это имеет мало общего, это, скорее всего, это вот такая себе политическая эзотерика. Мгм. Значит, Константин, после окончания войны будет заключительная часть Джокера, Людмила Тарновская спрашивает. Обязательно. Тем более, что поступают заявки на перевод на другие языки, поэтому я думаю, что обязательно будет. Либо же будет, вот как раз появилась такая идея, что издать отдельной книгой Джокер, это как бы послесловие. Джокер бит. Хотя же старшая карта вроде всех бьет. Ну, а теперь Джокер бит. Значит, Владислав, вопрос. Когда некоторые западные авторитетные ученые-исследователи, как Тимоти Снайдер, Андреас Каппеллер, Роман Шпарлюк, открыто признают создание национального мифа частью нормального процесса национального строительства в Украине. Не перегибают ли они палку с точки зрения этических принципов академической истории? Не несет ли такая конъюнктурная позиция по политизации прошлого долгосрочные риски как для науки, так и для будущего в целом? Спасибо. Это на самом деле ничего сверхъестественного. Я не считаю моральным или, там, скажем, интеллектуальным авторитетом Тимоти Снайдера, например, но это мое личное отношение. Это абсолютно конъюнктурный товарищ. Что касается вот подхода именно к нации строительству, так оно всегда во всех странах сопровождается именно, в первую очередь, мифотворчеством. Национальный миф лежит в основе любой нации. Тем более, что нации появляются в XIX веке. Это фактически продукт буржуазного общества. И я не буду вдаваться в эти нюансы. Вот, и сопровождается это действительно очень широким мифотворчеством. Любую страну возьмите, и там будет это мифотворчество как раз заметно. Более того, мифотворчество лежит в основе любого сепаратистского движения. Любая нация начинается с осознания собственного прошлого. То есть пишется сначала история той или иной, того или иного народа, и она ложится в основу именно определенного национального мифа, национального проекта. Вот, с чего Грушевский начинал, в принципе. Константин Петрович, вот такой вопрос. Это, кстати, я у себя из Италии. Я у себя размещал видео. Сальвини, зам
Да, Мелони. Э, да. Он очень недавно, у нас просто куча событий, поэтому мы так не запоминаем, но он совсем недавно вышел с очень серьезной критикой вообще поддержки Украины. Очень серьезной. В Италии вообще там в 3 городах еще раньше были протесты, что давайте строить школы, а не отправлять деньги на войну в Украину. Прям уличные протесты, демонстрации, то есть молодежь протестовала. В общем, итальянцы протестуют. А, Опять-таки, у нас это особо не освещают, не замечают, но мне прислали, кстати, тоже видео из Италии. Ну, я так понимаю, наши, потому что наши. Ну, по-русски писали, то есть наши. А, В общем, по пабликам в Италии разошлось видео, где какие-то люди взяли голову свиньи, ну, засмаленную, которая продается на рынке, прибили ножом туда фотографию Сальвини и на камеру как бы стреляли в портрет, да, то есть фотографию. И по этому поводу, конечно, вот сегодня тоже, я вижу, итальянцы пишут вопрос, Роберто Вентуччи. Кто в Украине может быть заинтересован в организации угроз в адрес итальянских политиков, выступающих за скорейшее мирное урегулирование войны? На примере недавнего вот этой истории, которую я у себя в Телеграме опубликовал. На самом деле, я думаю, что 90% украинцев, которые находятся в Украине, они попросту не знают про эти инциденты. Вот. Так сформировано информационное поле. Разного рода провокации могут быть заказаны кем угодно. Абсолютно кем угодно могут быть заказаны, и считать, что это некий заказ некой политической силы и так далее, ну, я бы не стал. Вот когда они становятся системными подобного рода провокаций, тогда уже надо искать заказчика. А так, знаете, в каждом селе свои дураки, как говорится. Вот. Что касается Сальвини, ну, он абсолютно органичен в этом. Вот он как лидер лиги, фактически он всегда был на стороне, в принципе, России и критиковал позицию Украины. Так что нет ничего нового в его действиях. Но давайте говорить откровенно, Сальвини поддерживает значительная часть населения на севере Италии, не только на севере. Вот у него очень много сторонников у Сальвини. Так что это явление, которое сейчас в Европе очень активно дискутируется и активно обсуждается. Явление, когда все больше и больше людей разочаровываются в столь активной поддержке Украины, потому что многие считали, что война ненадолго, поддержать Украину там святое дело, но когда война затянулась на 4 года, вот, многие начинают теперь уже роптать. Угу. Вот. И такие люди, как Сальвини, там, или же там альтернатива для Германии в ФРГ, или же там правые во Франции, там свобода партия свободы в Австрии и прочие, они на этом очень активно поднимают свои рейтинги. Так, значит, добрый вечер, Александр, Константин. Почему украинцы удивляются тому, что Зеленский их кинул вместе со своей комарильей и наживается на их крови? Он же еще перед своим избранием честно предупреждал, что должен только своим родителям. И еще один вопрос. Почему Трамп ведет себя так несерьезно? Ну вот он выкатил условия Зеленскому. Зеленский уже не первый раз предложение Трампа срывает вместе со своими европейскими хозяевами. А Трамп вместо того, чтобы приструнить Зеленского и его хозяев, шлет переговорщиков к русским, чтобы они приняли новый вариант. Так может вечно продолжаться. Зачем он дает неделю? В случае с Зеленским надо давать максимум 2-3 дня. Ну, смотрите, логика какая, что текст, который и 28, и 19 пунктов, он не акцептирован Россией. Это позиция Соединенных Штатов, неформальная позиция. Поэтому в любом случае Трамп собирается обсудить этот вопрос с Путиным. Вот наши предложения, вот хотим услышать ваши возражения, ваши предложения. Параллельно посылается Зеленскому. Зеленский поднимает информационные волны вокруг этого, чудесно понимая, что если будет договоренность между Москвой и Вашингтоном, Зеленского мало кто будет спрашивать. Вот. А дальше уже, после согласования между взрослыми, вот, будет соответствующий разговор с Зеленским. Уже без родителей вызовут директору. Я более чем уверен, что трюк
августовский трюк, когда к Трампу приехал Зеленский вместе там с кучей европейских политиков и устроили балаган, потому что он вряд ли сейчас пройдет. Мгм. Так, значит, давайте завершим с сообществом. Ну, это такой, конечно, вопрос-шутка от пользователя. Хотя в каждой шутке, я не знаю, на слух, конечно, воспринимается ну, в общем, слушайте, Константин Петрович. Да. После того, как Киев стал столицей Малороссийского федерального округа, оттуда вообще на запад стало поступать мало информации. В основном это были репортажи федеральных каналов про восстановление жилого фонда, инфраструктуры и экономики. В конце 27 года прошла новость, что в апреле 27-го на закрытом заседании Печерского суда столицы был вынесен смертный приговор некоему гражданину Зеленскому В.А. Приговор окончательное обжалованию не подлежит, был приведен в исполнение в дополнительной версии своей книги «Джокер». Автор сообщил подробности, что герой книги уже в камере принял решение, в камере смертников принял решение креститься, просил встречи с Ануфрием для покаяния. Спустя время на телефоне нашли видео, где он тайком от охраны записал прощальное обращение, полное горечи и сожаления содеянным. Впервые эти слезы были искренними. Принимаете ли финальный Джокер? Нет, Россия точно так же, ну, во-первых, Россия никогда не претендовала, формально не претендовала на Киев, то есть не было нигде сказано ни из уст Путина, вот, ни из уст там, любых тех лидеров России, которые отвечают за внешнюю и внутреннюю политику, не было никогда никаких заявлений о том, что они стремятся присоединить Киев или же там Украину как часть, как федеральный округ. А во-вторых, в России тоже отменена смертная казнь. Ну так и давайте как-то. Нет, я понимаю, очень хороший сюжет для, но это скорее я бы рассматривал как сценарий «Слуги народа», вот, нового сезона «Слуги народа», а не как продолжение «Джокера». В общем, Константин Петрович в таком стиле не пишет, я понял. Значит, Лилия, добрый вечер. Дорогие Саша, Константин Петрович, вопрос гостю. Если бы вы были президентом России, то на какие уступки пошли бы при заключении мира с Украиной и почему? Мне кажется, что все уступки Путин уже сформулировал. Формально, неформально, но все-таки они фигурируют в целом ряде там, документов, которые обсуждаются активно. Вот. Поэтому я думаю, что вряд ли сейчас президент Российской Федерации, слава богу, я никогда не буду президентом Российской Федерации, вот, я пока что адекватно оцениваю свое будущее и свои возможности. Так что я думаю, что все возможные уступки он уже сформулировал на сегодняшний день. Андрюха, чат трансляции. Давайте еще несколько вопросов отсюда. Значит, есть шанс того, что подпись сменит бумагу, как во времена Хмельницкого. То есть подпись сменит бумагу? Ну, я так понимаю, апелляция ко временам Хмельницкого. Я тоже не понял. Подпись сменит бумагу. Я немножко не совсем понял вопрос, но во времена Хмельницкого на самом деле я не знаю, о какой подписи, какой бумаге речь идет. Ну, так что, извините, вряд ли смогу ответить, если будет уточнение. Да, уточните, Андрюха, что вы так глубокомысленно имели в виду. Елена, сегодня 40 миллиардов Европа все же выдала Украине украденные в России доходы от активов. Будут ли они дальше распилены, либо бои с 40 разбойниками? В данной ситуации уже не первый раз фактически Европа выдает проценты с тех активов, которые хранятся. Это уже второй раз фактически или третий. Вот Украина получает. По крайней мере, она получает заверение в том, что она их получит. Вот таким образом. А будут ли распилены? Ну, разве важно, кто Алибаба или еще кто-либо их распилит? Вот. То, что они будут распилены, да, я не сомневаюсь. Мы, украинцы, это наши традиции. Константин Петрович, как вы думаете, как скоро из 3 духов Рождества в Украине останется один дух
прошлого Рождества? Или вы оптимист? Нет, все-таки дух Рождества – это святое. И, соответственно, для меня наступление там сочельника 6 января, там, Рождества 7 января – это действительно очень важно, это очень трогательно. И, соответственно, и для моих друзей, для большинства моих друзей именно эти дни тоже являются теми днями, когда действительно совершается некое чудо. Значит, добрый вечер. Это правда, что доступен курс истории Украины в записи? Спрашивает Катерина. Правда? Правда, да? Там у меня на телеграм-канале там закреплен. Да, друзья, переходите, ссылка в описании. Значит, спасибо за хорошие, добрые слова. Значит, Шелест, не игнорь. Вопрос. Костя, как думаешь, что должна делать Россия после того, как Украина капитулирует в 26-м, и Европа пойдет на Приднестровье и Калининград? Есть ли смысл воевать конвенционально? А вообще Европа точно пойдет на Приднестровье и Калининград? Это одна из версий, одна из гипотез, но что касается того, что должна делать Россия, я думаю, что Россия, у нее всегда один и тот же принцип. Россия со времен Горчакова, Россия сосредотачивается. Значит, вопрос Константину. Если бы у нас остался президент Янукович, была бы война? Считает ли Путин войну трагедией, и есть ли у него обида на Европу за свержение Януковича? Как вы считаете? А вы знаете, на самом деле у Януковича с Путиным были очень сложные отношения персональные, очень сложные. Я, как человек, который наблюдал за многими процессами, которые происходили в 2011, 2012, 2013 годах, могу просто свидетельствовать, что у нас далеко были не безоблачные отношения с Россией. Более того, Янукович пытался заигрывать с Соединенными Штатами очень серьезно, всячески хотел быть полезным для Обамы. Вот, но доигрался, в принципе. Вот. Что касается того, была бы война или нет, я думаю, что не было бы отторжения Крыма, не было бы потери Донбасса. Вот. У нас все-таки были бы некие там шатания, трения между Россией и Украиной, которые сегодня, например, наблюдаются в отношениях иногда более лайтовой версии между Казахстаном и Россией. Вот. Тоже есть это. Или Азербайджаном, еще там и Россией. Но вряд ли бы дошло до войны. Украина могла существовать только как государство баланса, если бы были бы сбалансированы интересы Востока и Запада. А Майдан 2014 года привел не только к свержению Януковича, но и к дисбалансу. Когда западный вектор развития, западная модель развития, именно та, которая сформирована была в Галичине, стала обязательной, стала доминирующей в Украине в целом. И тогда Украина потеряла там, не только Крым, который откололся в самом начале всех этих процессов, но и Донбасс. А позже это привело и к большой войне. Вопрос, Константин Петрович, вот такого порядка. Ну, тут, конечно, все удивляются, что это, как это Путин на Януковича обиден, что это такое, мол, ну, как бы реагируют люди. АУН-УПА окончательно победили в Украине? Нет. Скажем так, что я, прежде чем это, я, возможно, когда-то расскажу больше значительно, но даже можно поднять публикации тех времен. У людей очень короткая память, и они думают, что Янукович – это человек Путина, чуть ли не ставленник России в Украине. Но на самом деле, начиная с 2010 года, Россия делала ставку на другого кандидата. На В какого? 2010 году Россия делала ставку на Тимошенко. На Тимоюльку, на Тимошенко. Россия, я это говорю с полной уверенностью, Россия в 2010 году делала ставку на Тимошенко. Путин дважды проиграл в Украине. Первый раз, когда в 2004 году ставил на Януковича, победил Ющенко. Второй раз, когда ставил на Тимошенко, победил Янукович. Это был важный момент. Потом были целый ряд баданий, там, скажем так. Янукович играл немножко не в свои игры, скажем так, заигрался.
когда вынашивал идею, что, а может, Путин не будет баллотироваться на новый срок, или там Медведев отправит в отставку премьер-министра Путина и пойдет сам на второй срок президентский. Такие мифы тоже ходили. Не без влияния некоторых российских товарищей, эмиссаров, там, которые приезжали в Украину. И, соответственно, Янукович немножко заигрался в эти игры, и, соответственно, он после этого получал постоянно разного рода сигналы от Путина, вот, нелицеприятные. Потом были попытки шантажировать Россию тем, что вот вы нас заставляете вступить там, в Евразес, либо же там, создать единое экономическое пространство, то, соответственно, мы вам сейчас покажем, мы сейчас еще более тесно начнем сотрудничать с Западом. Сейчас вот мы приведем западные фирмы, которые будут у нас добывать сланцевый газ. А сейчас мы вообще поднимем вопрос о том, что в Луганской области поставить американская система ПРО. Вот, это тоже фигурировало, была даже публикация когда-то в российских СМИ, как раз со ссылкой на украинские источники. Тогда я очень хорошо помню, как это обсуждалось активно в администрации президента. Потом были там некоторые реверансы перед Обамой, попытки помочь Обаме во время его во время вторых президентских выборов, отказ от обогащенного урана в интересах Соединенных Штатов и прочее, прочее, прочее. Все это было. На самом деле, были очень-очень сложные отношения тогда. Но в 2014 году Путин спас Януковича. Вот, понятное дело, в надежде на то, что легитимный президент, вот, в то время он сохранял легитимность, будет определенным инструментом в руках российской внешней политики. Но немножко прошла по-другому ситуация. Да, об этом можно говорить очень долго. А что касается ОУН и УПА, знаете, повесить портрет Бандеры в каком-нибудь кабинете, это еще не значит, что победила концепция Бандеры. ОУН и УПА – это абсолютно определенная идеология, это определенный взгляд на политику, на устройство государства и на государственную политику в целом. Так вот, я более чем уверен, что сейчас, я уже сегодня это говорил, что национализмом, вот, апелляцией к национализму и определенной игрой в национализм вот, украинские власти прикрывают свою сущность. Сущность, которую мы увидели на пленках. Да. Да. Да, сущность. Перечитайте книгу Степана Бандеры «Перспективы украинской революции». Там нигде не сказано, что идеалом борца за независимость должно стать то, что он должен дорваться до кормушки и грабить собственный народ. Значит, после того, как закончится срок, оговоренный в договоре, Россия потребует возврата через суды вместе с процентами. Поможет ли Европа Дании их возвращать уже по решению Международного суда? О чем немножко не понял. Тоже немножко не понял. Почему Дания? То есть, может, если про активы был вопрос, то там Бельгия сейчас артачится. Бельгия, да, именно. Да, ну, опять же, нет, в данной ситуации речь идет о теле, как раз идет о той сумме, которая на счетах. Россия ни разу официально не требовала вернуть проценты, которые используются действительно замороженных активов. Константин Петрович, давайте выходить на финишную прямую. Вот такой вопрос. Здравствуйте, Костя, как думаете, на пост президента придет женщина? Украине это поможет реанимироваться, или женщина будет бессильна? Вы знаете, я думаю, что вопрос будущего Украины не сводится к половому вопросу. Вот. Я думаю, что на самом деле вопрос будет не в том, придет ли женщина, а какая женщина придет к власти. Вот. Так что вопрос здесь именно в лидерских качествах, а уже мужчина, женщина – это уже второй вопрос. Значит, понравился вопрос про строительство нации. Константин Петрович, положа руку на сердце, вокруг какой личности вы бы строить начали? И главное, личность историческая или современная? Есть ли вообще такая? Вы знаете, очень интересный вопрос на самом деле. Вот. Когда-то один известный украинский политик, но, правда, в доверительной беседе, он сказал, что Украина, наверное, получит свое будущее
определенный шанс на будущее, когда вместо памятников Шевченко у нас будут ставить памятники Ивану Франко. Не потому, что Франко был галичанином, но Франко был намного более широкой европейского уровня личностью. Хотя я бы в многом, наверное, поспорил бы с этим, зная некоторые убеждения Ивана Яковлевича. Мгм. Ну и давайте точку поставим вот такими сообщениями в чате трансляции. Вот Анна пишет, Александра, Константин Петрович, спасибо за ваш труд, всегда ждем с нетерпением ваши эфиры, вы наши семейные антидепрессанты, Прага с вами. И вот... Спасибо большое, спасибо, мы почти соседи, так что... И вот хорошие, добрые комментарии люди пишут. Вообще, друзья, всем большое спасибо за то, что не скупитесь на лайки, не скупитесь на реакции во время трансляции. Спасибо за то, что пишете, вот хорошее что-то пишете. Сейчас я понимаю, и Константин Петрович понимает. Мы вот как никто друг, ну, вообще понимаем, что хочется написать какую-то там... Ну, понятно, что все немножко взбудоражены, да, происходящим, но... Давайте оставлять место доброте. Константин Петрович, спасибо большое за хорошее и доброе интервью. Спасибо большое. Спасибо. Буду стараться быть оптимистами в дальнейшем. Хотя это все сложнее и сложнее. До новых встреч. Берегите себя, подписывайтесь. Добра и света, несмотря ни на что.